Привет, с вами Елена. И сегодня про такую манипуляцию, как идеализация. Да? И когда это является манипуляцией. Это комплименты, которые вас насильно впихивают в определенные рамки, как бы надевают вас в одежду, которой вы должны соответствовать. По представлениям того человека, который делает вам комплименты, как должно быть идеально. Такая манипуляция такими комплиментами, она как бы вас обязывает вести себя соответствующим образом, не нарушая этих границ, не выходя за рамки вот этого образа. Ну, например, на свидании, да, это могут и мужчины могут так делать, и женщины, и не только на свидании, и на работе, и начальники, и коллеги, и друзья могут так вами манипулировать. Вот, например, вы с мужчиной, пример привожу, да, вы с мужчиной на свидании, и он рассказывает, что вот другие женщины такие меркантильные, они вот ведут неправильный образ жизни, а ты не такая, как они, ты особенная. Либо другие комплименты, да, вот, например, я смотрела в шоцах, сериал есть «Жизнь», по-моему, когда он такую ловушку тоже создает, говорит, и красота, и ум, эрудиция, такое редкое сочетание в женщине. То есть эти комплименты, они очень приятные, да, нас выделяют как какой-то особенный, не похожий на других. И если вам понравился человек, или у вас внутри есть вот эти слабые места, да, вот эти крючочки, за которые вас цепляют, то есть отрицание в себе каких-то негативных вот этих качеств негативных, и вам льстит это очень, да, ну а что будет, если я вдруг мне нужны деньги, то есть, а я не меркантильная, мне этому мужчине нравятся не меркантильные женщины, то есть вы уже должны вести себя таким образом, который предпочитает этот мужчина, да? Или ты самая умная и эрудированная, то есть уже где-то показаться глупой или где-то чего-то не знать, это уже не комильфо. Таким образом вы попадаете в этот капкан, начинаете себя предавать, не выбираете себя и начинаете соответствовать этим рамкам, в которых вас насильно впихнули. И очень сильно, например, вот женщина, да, если мужчина говорит, что вы особенная, и вы стараетесь для него быть такой особенной и неповторимой, он вдруг находит другую женщину, а вы попадаете в разряд вот тех меркантильных сосок или и так далее. А этот мужчина, вы уже успели к нему привязаться, влюбиться, и тут вдруг он находит другую идеальную. Ну, в общем, это будет очень сильная травма. Поэтому, когда вас вот так идеализируют, и вы должны соответствовать этому, ну, так очень сложно постоянно держать себя в этих рамках. Вот, и на это уходит очень много энергии, чтобы соответствовать, и, не дай бог, такой, какой я есть на самом деле, не прорвался наружу. Это забирает очень много энергии. Рано или поздно вы споткнетесь, и вас просто растопчут. Поэтому всегда выбирайте себя. Рассматривайте свои плохие, несоответствующие кому-то черты и принимайте в себе. Вот. Мы не идеальны. Не бывает идеальных людей, не надо стараться никому соответствовать. Я понимаю, что для многих это может быть очень сложным, да, особенно если вы привязались к человеку, и вам кажется, что вот лучше него вы не найдете, или вы зависимы от работы, у вас какие-то там связывают обязательства. Но постоянно подавлять себя в свои какие-то настоящие истинные желания, да, вот у вас в голове включится этот цензор, в который вам насильно запихали, и уже, чтобы проявиться, например, как вы хотите, вдруг вы будете думать, а я сейчас вот так сделаю, и я уже не буду соответствовать этому.
Многие же хотят настоящих отношений. Что такое настоящие отношения? Это когда, это мое мнение сугубо личное, да, когда вы свободны, и когда мы на самом деле человека принимаем таким, какой он есть, и это, скорее всего, принятие негативных каких-то черт, да, и нам он нравится во всех проявлениях, да. Вот это больше настоящее, чем жить вне свободы, постоянно подавляя себя.